Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 3 июля, понедельник, предпраздничный день, завтра День независимости у Соединенных Штатов Америки. Ну, а мы с вами тем временем работаем. На прошлой неделе произошло здесь знаменательное событие. Но не для американцев, а для тех, кого волнует война в Украине. Был произведен опрос общественного мнения. Он был проведен агентством Reuters, а также известной группой Pollster Ipsos. Достаточно такой репрезентативный опрос, отклонение плюс-минус 4%. Значит, что произошло? С моей точки зрения, произошло революционное, я не боюсь этого слова в данном случае, изменение. У меня очень большое беспокойство, с которым я с вами делился последние месяцы, начиная с прошлого года, вызывало существенное падение поддержки идеи оказания американской помощи Украине среди американских избирателей, прежде всего тех, которые симпатизируют республиканской партии. Было вот с мая где-то по декабрь было просто падение, которое вызывало подозрение, что это все выльется в позицию значительной части республиканской фракции в Конгрессе, ну и скажется на американской поддержке Украине. И достаточно долгое время это так и было. Потом начали происходить изменения среди руководящих республиканцев, видных, так сказать, республиканцев, сторонников неорейганизма, которые, казалось бы, вопреки настроениям своих избирателей стали говорить о том, что помощь Украине – это наша стратегическая задача, это борьба добра против зла, и мы обязаны это делать. Но это никак, согласно проводимым опросам, никак не отражалось на позициях избирателей. А это самое главное в Соединенных Штатах Америки, потому что от них в конечном итоге, как бы ни ругали американскую демократию, систему государственную, в том числе сами же американцы, но от народа здесь, от избирателей зависит все. Итак, был проведен опрос общественного мнения, который показывает, что солидное большинство американцев поддерживает предоставление Украине оружия для защиты от России. В целом, тут без учета республиканской, демократической партии, в целом 65% респондентов ответили положительно, что да, Америка должна оказывать помощь Украине. Это колоссальное изменение, увеличение по сравнению с 46%, которые поддерживали эту идею в мае месяце. Затем, тут нужно сказать, да, в значительной степени этот рост объясняется позицией сторонников демократической партии. То есть 80% демократов выступают за помощь Украине. Среди республиканцев их меньше, 56%. Но все равно это больше, чем их было полгода назад. Среди независимых 57%. То есть демократы плюс независимые, они обеспечивают устойчивое большинство, если говорить в целом о настроениях американского избирателя. Но и надо еще сказать, что этот опрос был проведен вскоре после того, как произошел памятный Пригожинский мятеж или путч. Что, наверное, сказалось на результатах опроса. Но не только путч. То есть путч показал, и мы с вами это обсуждали, кстати, я это хочу затронуть еще и сегодня, показал, что путинская Россия – это фактически гнилое государство, которое может и должно быть побеждено на поле боя. Ну и помимо этого, произошли еще кое-какие события, которым тоже я остановлюсь. Это и состояние экономики России, и изменение отношения к России со стороны ее ближних союзников, которое ярко проявилось, во всяком случае, может быть, не ярко, но проявилось после Пригожинского путча. Так вот, еще одна интересная цифра, важная цифра. 76% американцев считают, что
предоставления помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам Соединенных Штатов, что у американцев есть желание и возможность защитить наши национальные интересы, наших союзников и нас самих. 76%. Это удар по позициям неоизоляционистов, ярким представителем которых является Трамп и его когорта под названием МАГА, прежде всего в Палате представителей Конгресса, которые говорили, что нас не волнует, что там происходит, надо заканчивать со всеми этими союзами, Америка, надо изолироваться и заниматься собой. Это пораженческая совершенно глупая позиция, которая характерна для людей, которые не понимают элементарных вещей о том, что благополучие американцев держится на долларе, а доллар держится на глобализации. А для глобализации нужно иметь силу, полицейскую силу для того, чтобы приводить в чувство противников правопорядка, скажем так, в мировом масштабе. Еще интересные цифры. Вообще, вы, наверное, знаете, во всяком случае, большинство из вас, что американцы, когда идут голосовать, они руководствуются прежде всего внутренними соображениями, то есть соображениями внутренней повестки. Экономика, ну и другие там социальные, масса вещей. Скажем, там вопрос о том, через сколько недель можно делать аборт, может иметь большее значение, чем российская агрессия против Украины. Но нельзя, не будем их за это осуждать. Но, отвечая на вопрос, кого вы будет ли влиять ваше отношение к оказанию помощи Украине, при вашем выборе голосовать за того или другого кандидата. И вот что интересно. Значительное большинство американцев, там их две группы, значит, 67% и 73%. 67% – это республиканцы и независимые, 73% – это демократы. С большой вероятностью, сказали, что с большой вероятностью поддержат того кандидата, который продолжит оказывать военную помощь Украине. Меня очень радуют эти цифры, потому что я вам неоднократно говорил, что я и не демократ, и не республиканец, я независимый. И меня, в отличие от подавляющего большинства американцев, ну, так получилось, совершенно все удивляются. Вернее, не все, но многие, мои знакомые. Но как-то так не очень волнует внутренняя повестка в Америке. Человеку, который прожил треть жизни в Советском Союзе, при всех его прибамбасах, и следящий за тем, что происходит в России, значит, вот эти все страшные, которые будоражат всю Америку, внутренние так называемые проблемы, это кажется такой мелочевкой, что не стоит они даже внимания. Так вот, я всегда говорил, что я буду голосовать за того, который, с моей точки зрения, занимает правильную позицию в отношении Украины и в отношении путинского режима. И вот оказывается, что я среди большинства американцев даже не ожидал. Очень приятно. Ну и, наконец, выводы, которые можно сделать, что это очень на руку администрации Байдена. Это твердая поддержка. Он многие месяцы, начиная с мая прошлого года, отбивался от противников оказания помощи Украине. Ну и надо сказать, что, комментируя эти результаты, бывший посол Соединенных Штатов в Украине Тейлор сказал, что результаты этого вопроса с большим удовлетворением воспринимаются руководством республиканской партии в Сенате, в Палате представителей. Но сейчас я вам хочу рассказать, почему я вообще это все затеял, этот рассказ, может быть, вы это и слышали. Я вам хотел привести мнение группы аналитиков, с которыми я готов подписаться вот под каждым их словом, о значении этого опроса общественного мнения. То есть эта группа аналитиков считает, что вот тот анализ американскими экспертами, стоит ли помогать Украине или нет, вернее, противниками помощи Украины, он опирался на опрос общественного мнения, который свидетельствует о том, что поддержка идеи помощи Украине падает, прежде всего среди республиканцев. А поэтому и не надо ей так по большому счету помогать. Но, в частности, ярким представителем этой школы мысли является некий Самуэль Чаров.
старший исследователь Rand Corporation. Но надо сказать, что не представляет мнение Rand Corporation. Там другие, за которыми я слежу постоянно, позиция которых мне нравится, а самое главное, она более экспертная. Это такой глобалист, понимаете. Он не лезет в детали, он их, может быть, не знает, он так философствует. Но очень большое имеет влияние, его очень часто цитируют на российских пропагандистских каналах. Так вот, их позиция. Значит, раз народ американский не хочет этой помощи, или колеблется, или незначительное там большинство, меньшинство, то не надо так по большому счету помогать. А из этого, вот в частности, Чарап выступал с идеей, что надо как можно, практически немедленно заканчивать эту войну по корейскому варианту, по так называемому корейскому варианту. То есть вот там, где сейчас границы, мы завораживаем военный конфликт, делаем демилитаризованную зону, как в Корее по 38-й параллели, и будет нам счастье всем. А если не будет, тогда обе стороны будут воевать бесконечно. Ну, а у кого больше ресурсов, у кого больше территорий, у кого больше населения, тот эту войну и выигрывает. То есть это якобы еще делалось, так сказать, во благо Украине. На самом деле, вот сторонники этого корейского так называемого варианта, они не упоминали одну важную вещь. Вот эта граница, демилитаризованная зона по 38-й параллели, она была установлена по окончанию Корейской войны примерно там же, где она была в 50-м году, когда Северная Корея напала на Южную. То есть Южная Корея по этому соглашению практически не потеряла ни пяди своей земли. Где начали, потом отбили, могли больше отбить, но там Китай вмешался, Картеру не дали атомную бомбу сбросить, Трумэн оказался миротворцем. Ну, бог с ним. Короче говоря, Южная Корея не потеряла ни пяди своей земли. Поэтому, если нам теперь кто-то говорит, давайте по корейскому варианту, мы будем говорить, давайте, это и есть украинский вариант. То есть мы изгоняем врага со всех земель, которые он оккупировал, а потом делаем демилитаризованную зону, вводим туда войска ООН и так далее. Во всяком случае, об этом можно говорить. Ну так вот, все смешалось после вот этого опроса общественного мнения. Теперь представителям этой школы мысли нечем крыть, не на что ссылаться. Теперь большинство уверенных американцев говорит, надо помогать. Поэтому, вот как пишет эта группа экспертов, которая таким образом цитирует, трактует значение этого вопроса. Значит, теперь, когда население США увидело, что Украина может хорошо воевать, и более того, за последний год продемонстрировала большую сообразительность и эффективность, чем российские военные, нужно Америке приспособиться к новой реальности и резко увеличить помощь Украине по всем параметрам, которые необходимы для фактического разгрома агрессора. К сожалению, к великому сожалению, пишут эти аналитики, для того, чтобы прийти к этому выводу, потребовался год ужасной войны. Но смысл состоит в том, что теперь надо бросать эти все тормоза, прекратить на них давить и полным ходом предоставить Украине всю ту помощь, которую она так давно просит. Ну а теперь давайте приплюсуем к этому опросу историческому, я бы сказал, общественное мнение. Приплюсуем то изменение в международном понимании, самое главное, в понимании высших руководителей, да практически всех стран мира. Что путинская Россия, это на самом деле это гнилой пенек, который стал возможен после... То есть это озарение, которое стало возможно после Пригожинского путча. Дальше это падение, причем значительное, ускоряющееся падение экономики Российской Федерации. Ну и в этой ситуации, да, и давление, которое давно испытывает администрация Байдена и внутри США со стороны и Конгресса, и практически всех министерств, силовых и ведомств, а также со стороны союзников, прежде всего в лице Великобритании. И вот с этим на этой неделе в конце Джо Байден отправляется в 5-дневную зарубежную поездку, в ходе которой он посетит Лондон, затем он будет участвовать в сессии НАТО долгожданной, и затем отправится в Финляндию.
Ну, вопросы, которые выделяют американские эксперты к этому, значит, предстоящей сессии НАТО, это прежде всего фактически значение вступления Финляндии, а также необходимость как можно быстрее включить туда Швецию. Вопрос по поводу того, какие формулировки будут приняты в отношении Украины, пока, ну, ничего, я бы сказал, ничего нового. Но вы знаете мою позицию. Можно требовать, можно там говорить, что я приеду или не приеду, можно говорить об этом с утра до вечера, но пока не будут решены две задачи, Украина вряд ли будет принята в НАТО. Это, как мы неоднократно говорили, борьба с коррупцией и очищение высших органов власти от российской агентуры. Кстати, надо сказать, что для того, чтобы произошел вот этот перелом, я вам зачитал в конце вот предыдущего топика или предыдущего пункта мнение группы американских аналитиков о том, что все изменилось, то есть Украина доказала американскому народу, что надо ей помогать. Но если мы передаем от такого обобщения, это американцы пишут, Украина доказала. Если мы так проанализируем, что конкретно кто в Украине это доказал, то мы поймем, что это были ВСУ, о чем мы всегда с вами говорили. Это самая работоспособная и самая адекватная, эффективная структура в украинском государстве, которая является лучшим пиарщиком, если можно так сказать, который убеждает западную общественность, что Украину надо принимать в НАТО. Но остается еще гражданской власти подтянуться, и тогда все будет хорошо. В Лондоне, сейчас я вам расскажу одну вещь. Долго думал, рассказывать или нет, но с вами хочу быть откровенным. Приятно, неприятно. Несколько недель назад я вам рассказывал о том, что одним из ведущих кандидатов на пост следующего генерального секретаря НАТО является министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Кандидатура была согласована в Великобритании, он сам хотел занять эту должность. И самое главное, его поддерживал президент Байден, американцы. Там французы с немцами, они обсуждали другую кандидатуру, но бог с ним. И вдруг, вот буквально 2-3 недели назад все изменилось, ломали голову, а как же так, что произошло? Оказалось, когда в Белом доме обсуждался вопрос, касающийся Ирландии, я не знаю даже в каком это контексте это происходило, то некоторые представители администрации высказались, как потом это было интерпретировано, критически к ирландцам. И это дошло, значит, до Лондона. В Лондоне, говорят, группа политиков, среди которых был и Бен Уоллес, резко высказались в отношении тех представителей администрации США, которые так отнеслись, вернее, так критически отозвались о ирландцах. Одним из самых видных представителей Соединенных Штатов ирландского происхождения является Джо Байден. Короче говоря, и это дошло, услужливые люди, среди них называют Салливана, донесли до ушей президента Байдена, что Бен Уоллес недоброжелательно отозвался о президенте Байдене в связи с его позицией по ирландцам. Ну и якобы Байден рассердился, расстроился и сказал: все, мы его не поддерживаем. Вот таким образом решилась судьба. Очень плохо, потому что считаю, что Бен Уоллес был бы наилучшей кандидатурой, вернее, не кандидатурой, был бы наилучшим человеком на посту генсека ООН. Столтенберг продлит срок своего пребывания на 1 год. Это ему не нужно. Он хотел бы уйти и управлять своим банком. Посмотрим, что будет дальше. Но хочу обратить внимание политиков в Украине прежде всего. Оказывается, Джо Байден – это не тот дедушка, который все может прощать. Он может очень сильно обидеться, если его очень расстроить. И тогда он может руководствоваться не уже геостратегическими соображениями, то есть правильными, которые самое главное, а может руководствоваться своими
симпатиями, антипатиями, то есть инстинктами, так сказать, мотивация более низшего уровня. Но тем не менее, поэтому не стоит иногда впадать в острую риторику в отношении западных стран в целом и Соединенных Штатов в частности. А тем временем, как сообщает индийский новостной агрегатор Hindustan News, Сенат Соединенных Штатов наконец-то готовит после долгих угроз законопроект, который призван перекрыть поток российской нефти в Китай, который достиг, как здесь пишется, рекордных уровней с начала войны и впервые в истории превысил поставки на европейский рынок. Но тут надо объяснить, что пишут индийские, это индийский агрегатор пишет, представляющий страну, Индию, которая импортирует в 2 раза больше, во всяком случае, последние полгода нефти из России, чем тот же самый Китай. Поэтому, если говорить о рекордных уровнях, то они до сих пор принадлежали Индии. Что касается превысил поставки на европейский рынок, имеется в виду сейчас в Китай больше поставляется, чем, не говоря об Индии, чем в Европу. Но это не значит, что все то, что не пошло в Европу, все это пошло в Индию или в Китай. Там произошли падения. С начала войны, согласно статистике индийцев, Китай увеличил импорт нефти на 60%. До войны было 0,6, потом стало где-то 1,2. И вместе с Индией, государствами индийскими, НПЗ и некоторыми частными, фактически эти 2 страны начали закупать всю нефть, которая раньше шла в Европу, а потом в результате санкций, доступ к Европе был перекрыт. Но с начала этого лета, то есть с конца мая месяца, как его назвали индусы, Восточный экспресс нефтяного импорта Китая резко затормозил. То есть если в мае месяце китайцы импортировали 1,2 миллиона в сутки, то уже в середине июня это было 0,81 или 810 тысяч баррелей в сутки. Это, значит, вот по состоянию на 22 число. И дальше это будет сокращаться. В это же время Индия потребляет примерно 2,2 миллиона баррелей в сутки. Это вот до июня месяца. Но ожидается, что с конца июля этот показатель начнет резко снижаться. Почему? Потому что дисконт на российскую нефть Urals начал снижаться. То есть Россия, как я докладывал буквально неделю назад, утратив примерно 50% своих доходов от импорта, то есть от экспорта энергоресурсов, пыталась компенсировать хоть в какой-то мере это снижением дисконта. Сначала дисконт был, они распродавали, вот как только с Европы их погнали, с нефтяного рынка, россияне предлагали дисконт $30 за баррель. Чудовищный дисконт. Затем он упал до 16, затем он упал до 8, и китайцам так по большому счету нет уже смысла покупать, рискуя за этих несчастных $8, рискуя напороться на американские вторичные санкции. Что касается Индии, то и тоже не надо такое количество российской нефти, потому что вот что они делали? Они перерабатывали ее нефть в нефтепродукты и продавали на тот же европейский рынок. Но большинство НПЗ Индии приспособлено для переработки легких сортов нефти, где мало серы. Если перерабатывать российскую нефть с большим количеством серы, то там приходится сфокусироваться в основном на производстве мазута, который стоит мало, то есть получается овчинка выделки не стоит. Итак, еще раз зафиксируем. Падение уже за последнее, как это было по состоянию на июнь месяц, доходов Российской Федерации от экспорта нефти и нефтепродуктов упало на 50%, и сейчас ожидается еще сильнейшее падение по сравнению с тем, что было еще в апреле-мае. А вот в апреле-мае
Индия и Китай заплатили России 24 миллиарда долларов за поставку сырой нефти только за 2 месяца. Будет хорошо, будет очень хорошо, если Россия лишится этих миллиардов. Западные эксперты и юристы поймали Путина на излишней болтовне. Видимо, будучи так расстроенным Пригожинским мятежом, после того он много выступал, вы помните, говорил, там оправдывался, пытался сделать хорошую мину при плохой игре, и он выдал цифры о том, во сколько этот Вагнер обходился российскому бюджету. То есть оказалось, что полностью на 100% финансирование идет из бюджета Российской Федерации. Ну, западные юристы некоторые щелкнули пальцем и сказали, так вот это же как раз то, что нам и нужно. То есть теперь они считают, что все те военные преступления, преступления против человечества, которые расследуются в отношении Вагнера, теперь за все это можно преследовать российское государство, ну и Путина как его главу. То есть теперь дело против Вагнера пойдет туда же. Дело, которое открыл Международный уголовный суд в Гааге, и в частности в отношении Путина. Там, правда, есть тонкости. То есть до сих пор был один прецедент, когда Сербию, вернее, сербские ополченцы были признаны Международным трибуналом виновными в массовом уничтожении или убийстве боснийских сербов в Сребренице в 1995 году. Но Сербия, она не была признана виновным в этом деле. Единственное, что сказали, что она была признана только в неспособности помешать этому преступлению, но не в том, что она была виновата в этом преступлении. Но, тем не менее, это дает возможность теперь утверждать, что поскольку российское государство финансировало, тогда не было речи о финансировании между сербским государством и властями и ополченцами. Но в данном случае, если Путин утверждает, что все шло финансирование из бюджета, значит, можно утверждать в суде, что тот, кто платил, тот и музыку заказывал, как это принято, да, в обиходе рассуждать. То есть заговорился, я бы сказал. Ну и помимо всего прочего, еще генерал Мизинцев, который, подав в отставку или уйдя из вооруженных сил Российской Федерации, но он же не просто уволился, там и входишь в резерв. То есть все равно, даже если офицер, генерал увольняется с активной службы, он находится в резерве. То есть он все равно в составе. Это не так, как в Соединенных Штатах. Если ушел, то ушел. Из ЦРУ, там, ФБР и так далее. В России, к несчастью для Путина, это несколько иначе. Так вот, этот Мизинцев стал одним из главарей Вагнера. Тем временем база Вагнера в Ливии подверглась нападению беспилотников. Были нанесены ракетные удары самолетами без опознавательных знаков, без каких-то знаков, обозначающих принадлежность какого-либо государства, из чего можно с значительной долей уверенности сделать вывод, что бомбили свои. То есть идет не только в России, а и по всему миру расправа, чистка в отношении, значит, группы «Вагнер». И если он и будет существовать в обозримом будущем, я думаю, что он будет, но это будет совсем уже другой «Вагнер». Это не будет тот «Вагнер», который воевал под Бахмутом. Это, скорее всего, будет «Вагнер» полностью под эгидой ГРУ, как он изначально и был образован, и выполняет соответствующие функции, я думаю, в основном в Африке, если там ему дадут. Может, посмотрим, как с этим случится. Вот прекрасная новость, вернее, примечательная новость. Помните, мы с вами обсуждали вопрос о том, как Арахамия в ходе переговоров о освобождении, взаимном освобождении военнопленных, там еще были британские военнопленные в российских тюрьмах сидели. Значит, вот в ходе этих переговоров Арахамия написал заявление, аффидевит, в судебные инстанции Евросоюза
с просьбой снять санкции с Абрамовича, который широко известен широким слоям общественности как один из главных кошельков Путина. Но я вам сразу сказал, что такие документы не пишутся бесплатно, хотя трудно было тогда предположить, какой порядок цифр может быть. И вот теперь этот порядок цифр стал известен. Как пишет тот же агрегатор новостей Индии Hindustan News, ссылаясь на израильские источники, Роман Абрамович некоторое время назад, еще до того, как к этому делу подключился Арахамия, выделил Тель-Авивскому университету $50 миллионов за аналогичный аффидевит, который подписал ряд профессоров. Среди них был ректор университета Ариэл Порат. Причем Абрамович начал выплату раньше, до войны. Но основной, вот на настоящий момент, последний, причем основной транш, он сделал примерно за 2 месяца до начала российской агрессии, что позволяет предположить или заподозрить, что он знал о том, что будет эта агрессия. Ну и потом, когда она, значит, состоялась, в Израиле разразился скандал. Оказалось, что Абрамович аналогичную, значит, donation, что ли, донат сделал израильскому мемориалу Холокоста Яд Вашем или Вашем, не знаю, не владею ивритом. И речь шла в обоих случаях, что, значит, там где-то будет указано, что Абрамович является одним из спонсоров и университета, и этого мемориала. И вот, несмотря на все это, несмотря на то, что он начал эти операции еще до агрессии, с началом агрессии, эта идея все всплыла, стало стыдно, университет вернул эти деньги обратно, ну и разразился большой скандал. Ну, я вам говорю это просто для того, чтобы вы понимали сумму цифр, за которых пишутся такие аффидевиты. $50 миллионов. В данном случае эти деньги должны были пойти в фонд развития университета, что позволяло бы ему функционировать какое-то время, выполнять свои функции. Я думаю, что Арахамия сотоварищи, а он, безусловно, не делал это сам, ни на какие благотворительные цели эти деньги или такие же деньги, или приблизительно такие же деньги не планировали, и где-то они осели далеко, я так подозреваю, далеко не в благотворительных учреждениях Украины. Интересные выводы продолжают делать в отношении путинской государственной системы различные аналитики в мире на основании анализа того, что произошло во время Пригожинского путча. И вот мое внимание привлекла статья в британском журнале New Statement, вернее, это издание, просто назовем его просто издание, которое популярно было, во всяком случае, в 80-е годы среди даже американских интеллектуалов, и написал статью бывший министр по делам Европы Португалии Бруно Массаеш. Вот что он пишет. Ну, во-первых, он пишет, что когда Пригожин начинал свой мятеж, никто лучше него не знал, в каком плачевном состоянии находятся российские войска. То есть лучше любой другой разведки мира. То есть марш за справедливость, как его назвали, на самом деле это был марш за зэковскую справедливость, за нарушение, которое в связи с нарушением понятий, которые бытуют в воровском мире. Это было восстание отбросов общества, возглавляемое ворами в законе, по их же законам. То есть одна часть мафии подняла восстание против другой. Путин не меньше боялся столкновения с Вагнером, чем Вагнер боялся столкновения, значит, в Москве. Вопреки общепринятому мнению, когда Путина прижали к стенке, он не стал вырываться или становиться более опасным. Напротив, он стал склонен к компромиссу и переговорам, сосредоточившись на спасении своего положения. И дальше, внимание, события 24 июня следует рассматривать как лабораторный тест,
для понимания Путина и его режима и для обоснования действий Запада в оставшейся части войны в Украине. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, есть ли какие-то красные линии, которые должно придерживаться прежде всего Соединенные Штаты и НАТО в оказании помощи Украине. Ну, вы знаете, да, эти опасения там, а вдруг Путин нажмет на красную кнопку, а вдруг применит ядерный боезаряд, потому что, если его загнать в угол, он становится более опасный, как крысеныш. Ну, вы знаете, неоднократно все жевали, и мы с вами жевали, обсасывали со всех сторон эту идею. Так вот, стратегический вывод – он не стал более опасный, когда его загнали, ну, буквально уже в угол, когда его власть висела на волоске. Он не стал бесноваться, он не стал применять чудовищные средства против того же самого Вагнера, а он начал договариваться, он начал сливать воду, и он ее слил. И этим это был лабораторный тест, проведенный в отношении крысеныша бункерного, чтобы проверить, как же он будет действовать в ходе самой стрессовой для него ситуации, когда само существование его режима и его самого повисло как бы как над пропастью. Но он не принимал ничего страшного и так далее. Он сливал воду и договаривался. Это хорошо помнить. Сейчас, когда по окончании этого мятежа, значит, из Кремля опять несутся вопли о том, что мы за ценой не постоим, мы опять применим ядерное оружие, уже там этот самый картофельный фюрер трясет своими усами и грозится, что он теперь будет принимать участие в решении, когда и по кому нанесить ядерные удары. Вот этот результаты лабораторного теста, проведенного над Путиным и его режимом. Он склонен, он не теряет рассудка, не становится более опасным, а склонен к компромиссу и переговорам, когда он чует перед собой стальной кулак, пахнущий смертью или, по крайней мере, лишением власти. И дальше автор пишет: «Правда наконец-то открыта. Российского государства не существует. Есть территориальная постановка под названием «Российское государство». Но как долго оно будет еще идти, эта постановка, эта пьеса, пока неизвестно. Когда танки Вагнера заняли главные дороги в Ростове, видеоблогер местный спросил у уборщика улицы, что он думает о ситуации. «Все идет по плану», – ответил дворник. Ну и в заключение. По мере того, как украинское наступление набирает обороты, все больше и больше обнажается гниль в основе российской армии и российского путинского государства. Это война, которая сделала невозможным любые попытки затушевать ситуацию. И возник порочный круг. Неудачи российских вооруженных сил на поле боя, они будут усугублены во много крат. Так вот, эти неудачи наносят удар по позициям режима внутри государства, а подрыв этих позиций внутри государства будет ухудшать возможности и перформанс вооруженных сил Российской Федерации на полях Украины. Таким образом, судьба этой войны практически предрешена. Вот так считает бывший министр по делам Европы Португалии, господа. И на этой высокой ноте я хочу закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашей неизбежной победе. До новых скорых встреч!